Всем привет! Меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И прежде чем мы начнем, я бы хотела сказать огромное спасибо разработчику карты Сибирь Map 10 Avoid за вот этот момент. Мне кажется, так. Я слышала звук. Лиза, привет! Делаешь супер контент. Ролик с Лехой очень зашел. Не хочешь принять участие в тесте закрытой версии карты Сибири? Скоро релиз новой версии. Если захочешь, напиши мне в ВК в группе проекта. Как вы поняли, с вырезки со стрима меня пригласили участвовать в тестировании бета-версии карты Сибирь Map для версии TS2 1.41. Девка за рулем, девка за рулем, Хотела бы вам показать, как в принципе вообще выглядит сейчас Сибирь Map, как выглядит эта карта, вот такого вот она размера. Мы с вами видим Челябинск, Орск, Троицк и другие российские города. И ссылка обязательно на группу этого проекта будет в описании. И сегодня мы с вами изучим, так сказать, область Челябинска, посетим две смотровые площадки, вот значочек, если видите, и возьмем с вами груз из ленты. Кататься сегодня я буду на вот таком вот Рено с таким вот интересным раскрасом. Если кто-то не знает, что это и откуда это, то ссылка на видео, где я рассказываю об этом раскрасе, в описании. Давайте я вам покажу. Я знаю, многие меня всегда просят показать кабину изнутри. Давайте посмотрим. У меня здесь есть навигатор, фигурки, сумочка моя розовая, я с ней приехала, так сказать, сегодня в Челябинск, вот, ну и в принципе, как бы стандартная кабина. Давайте мы с вами сейчас проедемся, немножечко осмотримся, и я вам покажу один очень интересный момент. Главное смотреть по сторонам, как всегда. Так, и давайте я сейчас где-нибудь здесь остановлюсь на обочине, включу свободную камеру. Так, давайте вот здесь вот как раз под вывеской ленты я аккуратно встану. Эти вот так вот. Все, я даже аварийку включу. Все, вот, смотрите. Это, так сказать, лента. Прям полноценная, настоящая, с парковкой совсем на свете. Сзади мы видим завод за этой лентой. И напротив, то есть по правой стороне дороги, мы с вами видим заправку. И я вам показываю это все не просто так как это место является точной копией такого же места в Челябинске, только разница лишь в том, что, понятное дело, изменен немного масштаб. И перед тем, как мы с вами поедем брать груз, давайте посмотрим первую обзорную точку. Я сама еще ее не видела, хочу, так сказать, чтобы были мои эмоции от первого впечатления, потому что мне самой очень интересно, что здесь за обзорная точка. Вот она. Так, заглушим двигатель. Вот, пожалуйста, Челябинск. Это, видимо, герб Челябинска, да. Реклама на русском языке. И все прям такое максимально российское. Реклама красного и белого. Между прочим, красное и белое за рекламу не платили. Лента. То есть это вот то место, где мы сейчас с вами находимся. Симпатично, очень-очень симпатично. Так, там автобусы. Парковочка. Это парковка у ленты, я так понимаю? Да, вон там стоит, кстати, наш тягач. Вывеска с мегафоном. В общем, все прям, не знаю, как в среднестатистическом обычном городе. Конечная станция АМС. Вот такая вот интересная обзорная точка, так сказать, показывает все прелести этого места и прям выглядит реально здорово, реально прям по-русски. Я уже забираю груз из ленты. Сейчас мы с вами его заберем. Так, слишком рано остановилась при шлагбауму. Ой, какой шустрый, реально быстрый шлагбаум. Прям взял такой, опа, и сразу открылся. Так, нам... наверное, сюда, я так полагаю, потому что вот вижу прицеп, похожий на наш. Так, прямые перевозки. Да, лента. Все. Прицеп готов.
и ждет вас на погрузочной площадке. Поэтому давайте мы его сейчас с вами быстренько заберем. Не настолько быстро, конечно. И поедем. Все, мы забрали наш груз. И можем потихонечку, наконец-то, выезжать. Давайте я приторможу. Покажу вам, как мы выглядим. Вот наш прицеп. Наш отличный выбор. Вот, и наш сам тягач, если кто-то еще не успел его рассмотреть. Сейчас я на карте еще специально отмечу обзорную точку, чтобы мы через нее проехали. Вот так вот. Пусть нам навигатор выстроит такой маршрут, чтобы мы, так сказать, с вами посмотрели пейзажи Челябинска. Все. И поехали. Если, да, вы заметите, что у меня летают волосы, то это потому, что я включила вентилятор, так как у меня сейчас дичайшая просто жара на улице, у меня уже 3-й или 4-й день. Так, давай, успей открыться. Великолепный шлагбаум, серьезно, прям большой плюс разработчикам просто реально за то, что создали такой шлагбаум, где даже не нужно тормозить почти. Так, ну здесь нам надо тормозить. У меня уже который день на улице стоит просто дичайшая, прям такая сильная жара, где-то градусов. Вот сегодня днем было вообще 37, и это просто убийственно, серьезно. Ни в какую Турцию ездить не нужно, просто потому что Турция пришла к нам в город. Вот. Дикая жара, и поэтому я сижу с вентилятором, потому что он, ну, чуть-чуть все-таки спасает. Что у нас там за баннеры? Красное и белое. Покупатели рекомендуют. Это ламбруско. Это вроде бы шампанское. У меня мама его, кажется, на Новые годы брала. Так, всякие указатели с улицами. Что там у нас интересного еще есть? Выгодные предложения, мегафон. Вот так вот. Так, постоим, подождем, мы никуда не спешим. Здесь у нас, давайте посмотрим, аккуратно, универсам. Я потом при монтаже посмотрю, есть ли такой же универсам недалеко от ленты, и если он здесь окажется, в Челябинске, в настоящем, то я обязательно вставлю скриншот куда-нибудь вот сюда. Точнее, вот сюда. Так, южный край, опорный край. Кис-кис. Кис-кис-кис. Женщина-сюрприз. Так, Челябинск у нас заканчивается. Я надеюсь, никакой дождь не пойдет и не помешает нам любоваться красотами этой карты. Но пока что мне реально сильно нравится, потому что так как я... Ну, логично, да, что я русский человек, да, говорю на русском языке, соответственно, живу тоже, может быть, где-то в России, вот. Это действительно выглядит все таким родным, потому что независимо от города, независимо от дальности, местоположения, да, все города, все эти трассы, они в основном все выглядят одинаково, и все вот эти вот бортики, указатели, светофоры, знаки, это все выглядит прям максимально, я еду неаккуратно, это все выглядит просто максимально по-родному, прям красиво, интересно, и прям вот на это смотришь, такая, ой, так приятно, прям как будто бы вот катаешься по родным трассам, по родному городу. Так, заглушим двигатель, и вот следующая наша с вами обзорная точка. Указатели на Москву, на Троицк и на Екатеринбург. А, Кис-Кис это вообще реклама МТС. Я не знала. Такая красивая, реально, развязка. Мы, кстати, сейчас с вами по ней ехали, если не заметили. Красота. Какова красота. Почему-то выскочило окошко, которое я не могу убрать, хотя я нажимаю на кнопку. Ладно, надеюсь, оно не сильно помешает вам смотреть.
Все, мы с вами посмотрели. И теперь можем двигаться дальше, куда нам скажет наш навигатор. Если по пути мы встретим с вами еще какую-то обзорную точку, мы с вами обязательно заедем, обязательно посмотрим. Вот, но это получается наша уже вторая обзорная точка. Здесь у нас... О, вы посмотрите, посмотрите. Это киоск с сувенирами же, да? Я надеюсь, это сувениры, а не какие-то сигареты. О, это выглядит, это мило, это так мило все здесь. Уличный туалет, мотель, кафе. Вот знаете, да, когда куда-то едешь, например, куда-то далеко с родителями по трассе. Куда мне надо? А, направо. Когда, хотя, да, логично, что тут только направо. Так приятно, когда вот когда путешествуешь с родителями. А, он поворачивает? Когда путешествуешь с родителями где-нибудь по городу. Какому городу? Что у меня вообще происходит с моей речью? Когда едешь куда-то далеко, путешествуешь со своей семьей, со своими друзьями. Думаю, многим встречались на пути, на трассах, на дорогах такие вот забегаловки, такие кафешки, где в основном зачастую, насколько я помню, когда мы заходили, там делали шашлык, обязательно было мясо на огне, потому что вот во всех таких кафешках на заднем дворе прям стоял такой мангал, они там жарили мясо, и это было такое вкусное мясо. Я помню, мы как-то зашли с мамой тоже, там путешествовали, куда-то ехали на машине, вот, мы взяли мясо, взяли солянку, кажется, суп такой, кстати, сейчас я его вообще не люблю, не знаю, почему тогда я его захотела. Вот, мы это все взяли, наелись и поехали. И как бы родители за рулем, я на заднем сиденье лежу, сплю, вот, или там занимаюсь своими делами, играю в телефон, читаю книгу, хотя при чтении книги зачастую меня укачивало, но мне это не мешало продолжать читать. Вот. И либо просто, допустим, даже если ехать часов 5, да, то все равно все это время я чем-то занималась. Даже просто смотреть в окно во время вот таких вот каких-то даже небольших коротких путешествий, поездок, это прям какой-то отдельный сорт просто медитации и удовольствия, потому что, не знаю, вот лично мне всегда это приносило прям самый настоящий кайф, вот куда-то долго просто ехать. Если у нас чрезвычайное происшествие, хорошо, что оно нам не мешает. Вообще, я, когда была маленькая, часто путешествовала, куда-то ехала с бабушкой на поезде, причем там мы могли ехать дня 3-4, вот, в зависимости от того, куда мы ехали. Ездили с ней отдыхать вместе, она часто брала меня с собой, и я к всяким долгим поездкам, я к ним прям очень-очень привыкшая, и это мне реально приносит самое настоящее удовольствие, вот. И, не знаю, если у кого-то так же, напишите об этом в комментариях, потому что, ну, это действительно круто. Так, проезд оплачен. За что мы оплатили проезд? Не знаю, тут платная дорога или что. Слева домики стоят, справа и слева остановка с людьми. Кстати, пока я не забыла, надеюсь, вы уже все знаете, что у меня появился свой Discord-канал. Ссылка на него, конечно же, будет в описании. Поэтому, если вы еще не участвуете, так сказать, еще не присоединились к моему Discord-каналу, то обязательно переходите по ссылке, присоединяйтесь, потому что там очень много интересного. Там подписчики между собой общаются, собирают вместе конвои, скидывают фотографии своих тягачей. В общем, максимально здорово и максимально интересно это все. Поэтому, если вы еще не присоединились к моему Дискорду, то вы многое теряете. И помимо Дискорда недавно у меня появился свой Инстаграм. Поэтому ссылка на него, конечно же, тоже будет в описании. Поэтому переходите, подписывайтесь, смотрите мои истории, мои фотографии. Хотя там, конечно, всего еще немножко, но я буду его развивать потихонечку. Так что тут у нас Кичигина, красное-белое.
Блин, так и... О, сейчас мы встанем на красный и посмотрим по сторонам. Тормози, тормози. Так. Ведь вот так вот. Магазинчик у нас там с вами какой-то с автоматами. Пошел дождь, да? Я говорила о том, что лишь бы не было дождя, и в итоге дождь все равно пошел. Конечно, печально. Так, ну и здесь у нас просто дорога. Там я, кстати, видела, было красное и белое. Все, мы можем с вами дальше ехать. И, кстати, что я еще хотела сказать по поводу Инстаграма. Почему? Так сказать, хочу назвать вам вескую причину, почему стоит за ним следить. В моем Инстаграме я скоро скажу одну важную информацию, которая касается моего следующего видео. Вот. И также это косвенно касается и этого видео, но и в основном касается следующего. Поэтому вот так вот я вас заинтригую. Поэтому, когда это видео выйдет, эта история уже будет в Инстаграме. Так что заходите, смотрите. И далее уже действуйте так, как я вам там скажу. Вот так вот. Вот так вот я вас заинтригую. Так, дождь, конечно, немножко видимость сделал похуже и стало скользко, поэтому я надеюсь, что я доеду без происшествий. Впереди у нас значок вопроса. Я предполагаю, что это еще одна обзорная точка. Да, вы обнаружили новую обзорную точку. И если я сейчас разберусь, как нам туда заехать, то мы с вами туда обязательно заедем. Так, что это у нас? Южный связной, то есть это торговый комплекс Южный. Давайте сделаем вот так вот и посмотрим. Под дождем посмотрим на пейзажи. Я так полагаю, я там должна была где-то повернуть, но просто там был пешеходный переход, и по идее эта дорога как бы была, ну, не для меня. И плюс навигатор не выстроил мне путь туда, поэтому я переместилась свободной камерой, но просто очень сильно я хотела посмотреть, что нам покажет здесь. Смотрите, церковь. О. Вот такие остановки встречаются гораздо чаще. Вот мы с вами стоим. Вот я говорила про вот этот вот заезд, но это же вроде не заезд, потому что там пешеходник, я же не могу как-то вместе с людьми. Ну, как мне лично кажется. Вот. Все, мы с вами посмотрели. Далее. Я прям хочу посмотреть на это место. Каким образом я сюда... Ага. Все, я поняла. Я должна была, получается, поехать сейчас вот так вот, повернуть направо, потом еще раз направо, потом еще раз направо и вот сюда. Надеюсь, там нет никакой невидимой стены. Все, поехали. Господи, правда. Надеюсь, что здесь я смогу проехать, потому что навигатор как бы... мне ничего не хочет подсказывать. Давайте быстро здесь просто повернем. Наверное, это может быть какая-то недоработка с навигатором, либо с, не знаю, с чем еще, либо с самой картой. Ну, в общем, здесь, как я поняла, дорога была не совсем... Скользко. Дорога была не совсем прорисована, поэтому у меня были проблемы с нахождением этой обзорной точки, но ничего страшного, Все, мы едем с вами дальше. До Магнитогорска нам еще 208 километров, то есть не обязательно даже открывать вот эту вот панельку, потому что нам с вами все видно, все понятно. Ой-ой. Очень-очень скользко. Я прям надеюсь, что дождь закончится, потому что, ну, неприятно, конечно, в такую погоду ехать. Вот. А если я загружу сохранение, то мне кажется, что дождь, он все равно пойдет. Почему-то мне кажется, что это будет так. Вот. А консолью что-то менять, это уже нечестно. Поэтому какие нам условия предоставил наш Челябинск, в таких условиях мы с вами и поедем. Просто будем делать это максимально аккуратно, так как я могу, конечно, это делать.
Все, мы с вами едем. Кстати, также не забывайте о том, что в четверг тоже выйдет достаточно интересное видео. На стриме я уже говорила о нем. Но кто не видел, допустим, мой стрим, тоже многое теряете, потому что каждый раз я на стримах рассказываю какую-то важную информацию касательно моих следующих видео. И я думаю, что когда вы будете смотреть вот этот ролик, то, да, я уже 100% буду у мамы дома. Как я и говорила, буду нянчиться с детьми, с двумя, не со своими, слава богу, пока что, вот, а со своими братом и сестрой, которые совсем-совсем недавно родились. Вот. О, давайте полюбуемся с вами на Сканию. Она прям, знаете, как будто бы намекает мне на то, что Лиза, ты променяла меня на Рено, катаешься на какой-то Реношке, а я тебя жду. Жду тебя. Господи, вот так выглядит предательство. Ну ладно, все равно моя Скания мне нравится больше всего. Ну и Рено, конечно, тоже классно. Так, речка Санарка. Едем. Не, ну реально красиво, прям такая разметка. Хотя, вы знаете, для большей правдоподобности было бы еще неплохо где-нибудь взять и попортить разметку. Как бы добавить какие-нибудь там ямы на дорогу, добавить, например, ну чего-то прям вот такого вот настоящего, мне кажется. Знаете, что классно вот еще бывает, когда вот едешь по трассе, да, и только-только выезжаешь из города, а там, например, если, ну, в зависимости, да, от сезона, чаще весной, там, летом и ранней осенью сидят бабушки, и кто-то продает банки, кто-то продает какие-то там фрукты, овощи, арбузы. Так, можно выключить дворники. Кто-то продает стройматериалы, я видела, кто-то еще продает. Кто-то просто предлагает, много людей, которые просто готовы поехать работать к тебе на дачу. Вот мне кажется, если вот что-то такое, да, добавить, в принципе, да, потом когда-нибудь, если бы это было не только на этой карте, я имею в виду, а вообще, в принципе, разработчикам самого СЦС, это было бы здорово. Так сказать, полное прямо погружение. Так, нам с вами надо налево. Ну вот как ты так внезапно появляешься? Все, никого нету. Впереди я вижу еще один знак вопроса. Это означает, что это еще одна обзорная точка, на которую мы с вами сейчас можем заехать. Так что, надеюсь, здесь мы сможем сделать это быстрее. Да, вы обнаружили новую обзорную точку. Да, она стоит на заправке. Я так понимаю, да, на заправке. Вон она, я ее вижу. Так что давайте мы сюда тоже с вами заедем. Заглушаем и нажимаем. Заправка Лукойл, кстати. Вон наш с вами тягач лентовский стоит. Сколько тут стоит бензин? 45, 42, но сейчас уже дороже. Опять же магазинчик, либо кафе. Еще одна заправка старенькая, которые тоже прям так часто встречаются. Ой, ну... Ой, такие милые домики стоят. А еще вроде бы сверчки, да? Да, это, кажется, звуки сверчков. Насколько мне кажется. Ой. Просто красота. Действительно, прям одно удовольствие. И кататься, ездить по этой карте. Потому что... Но мне это прям кажется таким родным, таким приятным. Степное. Что степное? Не знаю, что степное. Магазин степное. Кафе степное. Этого я не знаю. Кстати, я думаю, что, возможно, найдутся люди с Челябинска, которые меня смотрят. Я на это надеюсь, потому что, насколько я знаю, у меня прям обширная география моей аудитории. У меня есть люди, да, помимо России, это понятное дело, Беларусь, Украина, это тоже. Есть прям люди
с других прям стран, где с англоязычных стран мы как-то жестами общаемся на стримах. Вот. И к чему я веду? Если есть подписчики, которые смотрят меня из Челябинска, то мне будет интересно очень сильно узнать ваше мнение, как вы считаете, насколько хорошо проработана эта карта в плане передачи вот самой атмосферы Челябинска, вот этой вот дороги, магазинов, вот этих всех декораций, потому что я в Челябинске ни разу не была, но насколько мне кажется, выглядит это все просто прям реально максимально круто, и я не могу сказать, да, что это прям один в один Челябинск, потому что я не хорошо знаю этот город, но я могу сказать, что это прям стопроцентное попадание в попытку передать русский город, вот, русские дороги, русскую трассу, вот, это прям стопроцентное попадание, и это прям действительно здорово, вот, ну а если вы из Челябинска, то пишите в комментариях, на сколько процентов разработчикам удалось передать Челябинск, вот, я бы это почитала, мне было бы реально бы интересно узнать ваше мнение. Так, мы с вами чуть на обочину не съехали. Дождь закончился уже давным-давно. Ехать стало гораздо удобнее, гораздо я аккуратнее это стала снова делать. Главное, мне никуда не вписаться, не врезаться. И не знаю, как вы, я прям реально просто получаю максимальное сейчас удовольствие от этой поездки, потому что, мне честно, доставляет вот то, что я вижу. Вот эти вот даже какие-то придорожные кусты. Но это прям все настолько настолько все похоже на нашу Россию. Это прям так классно. Так, Магнитогорск впереди. Так, все, мы с вами едем. Все хорошо, все в порядке. Этот заказ очень важен для наших клиентов, вы обязаны приехать вовремя. Кстати, мы ведь с вами, получается, съехали на 2 обзорные точки с момента, как мы забрали именно груз. И время-то ведь, наверное, шло и шло. И, возможно, мы с вами еще и сейчас не опоздаем. Ладно, поэтому будем стараться ехать побыстрее. Нам осталось 50 километров, поэтому я не думаю, что мы прям опоздаем. Так что будем ехать побыстрее. Такая у меня еще милая собачка башкой просто так в разные стороны вертит. У меня, когда у дедушки еще была своя машина, у него тоже вот прям была вот один в один такая собачка. Вот точно была такая же порода, такие же висячие уши, тоже такая большая, только отличалась только тем, что она была коричневого цвета. Вот, и я прям очень сильно любила с ней играть. И я думаю, наверное, у многих были такие собачки, у родителей в машине. Вот, либо не в машине, но вообще, по идее, это штука для машины. Вот, и я когда с ней игралась, я ей прям каждый раз во время игр отрывала эту голову несчастную, потому что она держится там на каком-то вот таком вот крючке. Вот, и я играю, потом раз, и все, у меня отдельно собака и отдельно голова. Вот, поэтому я надеюсь, я не одна такая, кто игрался с этими собачками. Так, что тут у нас? Ну, я так понимаю, какие-то просто технические помещения. Так, давайте поедем помедленней. Хочу посмотреть, но боюсь въехать. Магнитогорск. Это у нас опять какой-то завод. Мы с вами проезжаем над железной дорогой. Элеватор направо. Элеватор. Ну, здравствуйте. Без вас ни одно видео не обходится. Давай, шуруй скорей. Мирочка. Я как в ТикТоке видела одного дальнобойщика, который путешествует с кошкой, с котом. У него вроде бы кот, такой черно-белый кот, и его видео прям набрало тогда много просмотров. Он там сидел в кабине тягача на вот этой вот кровати сзади
и его хозяин показывал, что у него там костюмчики висят, что он его выгуливает погулять, что он с ним ходит погулять. Вот, это прям настолько мило, то есть вот человек как бы ездит один, работает один, но все равно получается, что он не один. Логично прям. Человек один, но он не один. Цитаты великих людей. Я, в общем, имею в виду то, что несмотря на то, что людей рядом с ним нет, с ним все равно есть кот и его любимый, который с ним путешествует. Вот и я такая же. Я уже не знаю, сколько раз ко мне за все разы, сколько я снимала ролики, ко мне реально приходила кошка и такая мяу. Я такая, что мяу? А она просто вот сидит такая на меня, смотрит, и она просто очень ласковая, и зачастую ей прям нужно много внимания. Она прям специально приходит, чтобы я ее гладила. А сейчас-то я ее гладить как бы не могу. Вот, и приходится ее выгонять. Я надеюсь, она на меня не обижается. Так, главное не перевернуться. Так, и не приехать поворот. Посмотрите, какой красивый закат. Какова красота. Ну, посмотрите, ну как красиво. Так. И здесь... все вижу. Налево. Давайте. Надеюсь, здесь такие же быстрые шлагбаумы. Нет. Здесь они помедленнее. Ну ладно, ничего страшного. Кстати, я думала, что мы с вами приедем в ленту. Но нет. Это не лента. Мы с вами не в ленте. Просто доставили в какую-то компанию груз. Давайте попробуем. Я не обещаю. Попробуем как-нибудь встать, припарковаться даже. Ну, пожалуйста. Вот так сильно хочется аккуратно. Ой, там у меня сейчас появился значок, что прицеп готов, а я взяла и... О, все. Отцепляем наш прицеп. У меня даже сегодня получилось припарковаться. Прям вот настолько хорошо на меня повлияла эта карта. Вот так вот мы сегодня с вами покатались, мы сегодня доехали с вами до Магнитогорска, соответственно, и следующее мое видео с этой картой будет начинаться с Магнитогорска, мы с вами будем изучать этот город. Также не забывайте о том, что ссылка на группу в ВК этого проекта находится в описании, так же, как и все другие полезные ссылки. Обязательно оставляйте ваши комментарии, понравилась ли вам эта карта, и всех целую, всех обнимаю, и до следующих роликов, всем пока! Девка за рулем, Девка за рулем,